Приветствую вас, милые девушки! Меня зовут Екатерина Дударь, я инструктор по интимному фитнесу и реабилитации женского здоровья. Сегодня я хочу с вами разобрать такую очень важную тему, как же не навредить своему здоровью, укрепляя интимные мышцы. Итак, давайте разбираться, что же такое вообще интимные мышцы, где они у нас находятся, как их найти и как правильно с ними работать. Сейчас в интернете очень много советов, и многие из них являются неправильными и даже вредными, которые могут навредить нашему здоровью. Один из самых вредных советов из интернета – это тренировать интимные мышцы при мочеиспускании. Этого ни в коем случае делать нельзя, так как мы можем нарушить физиологический процесс того самого мочеиспускания. Тренировать интимные мышцы нужно, ну вот как вы пришли в тренажерный зал, да, специально для того, чтобы подкачать там бицепс, трицепс, вот точно так же мы занимаемся и с мышцами тазового дна осознанно, направляя свое внимание именно в эту группу мышц, в эту мускулатуру. Как узнать, что мы занимаемся именно с мышцами тазового дна, а не подключаем ягодичные мышцы, не подключаем нижний пресс? Мы можем их легко нащупать у себя, сев на колени, тазом опуститься на пятки, ножки, колени можно немножко развести в стороны и приложить нашу ладошку к промежности. Мы начинаем сокращать мышцы тазового дна, сжали, дожали, дожали и расслабили. Если у нас при этом облегающее белье, да, облегающие леггинсы, мы легко можем прочувствовать работу тех самых нужных нам мышц. То есть при сокращении мышц тазовая диафрагма поднимается вверх, и на ладони мы можем ощущать, чтобы мышцы тазового дна приподнимаются вверх. Если мы чувствуем наоборот, что мышцы тазового дна как бы нам немного упираются в руку, этого делать ни в коем случае нельзя. Мы наоборот выполняем как бы натуживание, да, мы повышаем наше внутрибрюшное давление, тем самым продавливая наши мышцы вниз. Это неправильно, ни в коем случае так не делайте, потому вы можете себе навредить. Это чревато потом в дальнейшем опущением, стрессовым недержанием мочи и множеством еще проблем по-женски. Итак, двигаемся дальше. Третий пункт нашего плана – это подобрать правильно тренажер. Как правильно подобрать тренажер? К примеру, если у вас наблюдается опущение там, первой или второй степени, то ни в коем случае нельзя использовать тяжелые тренажеры, тяжелые грузовые шарики, так как мы можем навредить, мышцы слабы, плюс опущение, и мы будем этими тяжелыми тренажерами как бы провоцировать дальнейшее опущение. То есть мы тогда должны выбрать более легкие шарики и обязательно подключать в работу эспандер. Работает по принципу кистевого эспандера, да, он будет нам хорошо прокачивать нашу тазовую диафрагму, укреплять ее. И последнее, о чем я хотела сегодня сказать, это то, что мы ни в коем случае не носим тренажер в себе. Опять же таки, по принципу тренажерного зала. Вы пришли в тренажерный зал, да, взяли гантель, покачали бицепс, положили гантель и ушли домой. Точно так же и с нашими вагинальными тренажерами. Мы пришли на коврик, да, мы поставили тренажер, мы осознанно позанимались, направляя все наше внимание в область тазовой диафрагмы. Мы позанимались тренажером, убрали тренажер и пошли здоровые и счастливые покорять этот мир. Ни в коем случае не носим тренажер в себе. Это может навредить нашему здоровью. Следуйте этим советам и будьте здоровы и счастливы. Пока!